Из моей практики не юридическая консультация. Виза через мужа. Да, знакомая ситуация, да, девочки? Все оформлено на мужа. И страх, что при разводе я останусь ни с чем. И с этим страхом сталкиваются тысячи, миллион женщин, те, которые живут в эмиграции, те, которые находятся в разных странах мира, вышли замуж за иностранцев. И тем самым у многих женщин этот страх, который сидит, да, и он копится годами, когда уже химия прошла, и женщина неосознанно принимает внутри себя решение о разводе. И сталкивается с тем, что она никогда не задумывалась ни о каком соглашении, ни о каком брачном договоре, о чем говорить. Миллионы, тысячи семей живут не только на территории постсоветского пространства, но также и в уголках разных стран мира. Никогда не... Какое соглашение? О чем мы можем говорить? Все выходят замуж по любви. Ну, так вот, редкость за мою практику я встречала семьи, не в зависимости от нации, да, те, которые, выходят замуж и сразу составляют какой-то брачный договор. Но если это те, которые уже состоявшие личности, у тех что-то есть уже, да, какой-то бизнес, корпорация, недвижимость или что-то, что можно в будущем уже делить, да. Есть такие семьи, но их очень-очень мало. Ну, так вот, слушай внимательно. У большинства пар, как я и сказала, нет такого брачного договора. И женщины, девушки думают, значит, я беззащитна. Нет. Давайте начнем с того, что во многих странах женщину, да, защищает закон той страны, где она проживает. Но это же надо доказать, и об этом надо сейчас поговорить. Первое. Что женщины в основном делают? Да? Они вкладываются в семью, в обустройство этой семьи. Что такое вкладывается в семью? Мы воспитываем детей, мы растим детей, и порой, также и поддержка каких-то бытовых вопросов, да? Все этим занимается женщина. Второе. Совместное проживание. Совместное проживание в нажитом имуществе. Это имущество, к слову, во многих странах все, что появилось в браке, да, подразумевает, что это имущество будет разделено пополам. Значит, это был второй пункт. Третий пункт. Дети. Опека почти никогда и ни в какой стране мира, кроме некоторых стран, да, переходит автоматически к отцу. И в этом плане у женщин, честно могу поделиться по своей практике, да, возникает страх. Это ладно там недвижимость какая-то, это ладно какой-то там бизнес или что-то там еще. Дети. Да. И в моем кейсе женщина была уверена, что она полностью без какой-либо защиты. Все, она проиграет суд и при разводе, все проиграет. И свой статус, да, свой статус по гражданству и так далее. И так вот, документа многие пары не составляют. Никто не составляет никакие соглашения, брачные договора и так далее. Редкость, но есть, да. И переходим к самому главному. Что значит делать тем женщинам, у которых, давайте скажем так, воспитывают детей, все на муже, муж зарабатывает, подумала она тут, влюбилась в другого человека и задумалась о разводе. Потому что большинство ко мне приходит именно с таким кейсом, когда уже, все, хочу развода. И большинство начинается паника, страха, что юридически только наступает вопрос тогда, когда уже женщина находится в страхе. В основном у меня, к сожалению, такие кейсы. Так вот, если мы говорим о каких, да, действиях и что нужно предпринимать в таких ситуациях, нужно понимать, если мы находимся на территории Европейского Союза, да, существует ряд стран, которые защищают.
защищают женщину, предоставляют бесплатную юридическую помощь. Это мы говорим о стране такой, как Финляндия. А если мы говорим про Стамбульскую конвенцию, которая защищает от насилия вне зависимости от статуса, ну, это уже, да, что-то, что может тебе помочь. И 3 страны, где женщина защищена лучше всего. Как я упомянула в своем шорте, это Швеция, это Финляндия, это Нидерланды. Да, но также и Германия. Да. Красивая страна и безопасна для женщины не одно и то же. Пожалуйста, запомни. В первую очередь всегда нужно думать о безопасности, а потом уже красивая страна на втором плане. Первое. Что нужно тебе запомнить и что нужно тебе сделать? Даже без договора. Закон часто защищает жену через вклад в семью, совместное имущество, права на детей. Самое главное, ты всегда должна фиксировать, что ты как жена, что ты как женщина делаешь во имя и благо этой семьи. Не в зависимости, кто финансово обеспечивает вашу семью. Второе. Эти права зависят от страны, и, пожалуйста, узнавай до переезда. Если ты собираешься сейчас эмигрировать в какую-то страну, узнавай свои права и своего будущего чада. Третье. Свой доход, свой статус, свои деньги, знание тех или иных законов и прав. Вот именно у тебя это должно быть. А для тех женщин, которые уже в эмиграции находятся и думают, что делать при разводе, ну, если я в своем видео описала несколько европейских стран, да, и также могу с тобой поделиться о других странах, либо в той стране, где я сейчас нахожусь, но, пожалуйста, напиши «защита», разберем именно твой кейс и подумаем, как тебе помочь. Это не только видео про европейские страны, также есть и ряд других стран, с которыми я также сталкивалась. Обращайся.